А вот так выглядят места на фаре, поврежденные химией при очистке подкапотного пространства. Так эти места выглядят после полировки. Приступим к процессу шлифовки и подготовки фар к полировке. Для шлифовки фар я применял 1500 наждак под воду и 2000 наждак. Сначала я подготовил поверхность 1500 наждаком, затем 2000 наждаком. Не забывайте срезать острые углы наждачной бумаги, чтобы не добавить дополнительных царапин на поверхность фар. Приступаем к шлифовке 1500 наждаком и приступаем к шлифовке 2000 наждаком. Так выглядят фары после шлифовки. Оклеиваем малярным скотчем вокруг фар. Не забываем нанести малярный скотч на опрыскиватели фар, чтобы не повредить поверхность во время полировки. Для полировки фар я использовал только оранжевый круг. Начнем полировку фар с пасты под номером 32. Наносим на круг равномерными точками, небольшое количество. Далее равномерно распределяем по фаре. Полировку начинаю с минимальных оборотов 1500 и постепенно поднимаю до оборотов 2000-2500. По завершению полировки 32 номером пасты мою круг и убираю остатки полировальной пасты. Микрофибровым полотенцем. Далее я наношу на круг пасту под номером 36. Распределяю пасту по поверхности фары и начинаю полировку. Фары начинаю полировать с минимальных оборотов и постепенно увеличиваю обороты полировальной машины до 2500. Далее удаляю остатки полировальной пасты с поверхности фар и наносим 38 номер пасты. Начинаем полировку с минимальных оборотов и поднимаем обороты до 3000. После окончания полировки удаляем остатки полироля с поверхности фар. Снимаем малярную ленту и удаляем остатки полировальной пасты с кузова автомобиля при помощи микрофибрового полотенца. Добавляю несколько кадров до полировки и после полировки.